Сегодня мы снимем небольшое видео, как запрограммировать аудиопроцессор в стандартном евро модуле. Но сегодня мы попытаемся его запрограммировать как генератор. То есть попробуем поставить здесь генератор, второй генератор, фильтр и что-нибудь прицепим на эти ручки. То есть, чтобы получить какой-нибудь дикий звук. Ну, что получится, посмотрим. Да. Ну, значит, что мы делаем? Программатор. Включаем вход для программирования. Так, подключаем питание. Где у нас тут питание, провод? Может, питание самое разное. От 6 до 12 вольт. Вот, я 12 поставил, поскольку есть такой. И подаем сигнал с выхода. Вот это вот я временно этот выход сделал, поставил такой. Сюда временно выход припаял. Подаем на линейный вход ноутбука. А у нас просто будет ноутбук, как будто звуковая система. Вот так. Потому что здесь особого никакого качества не нужно. Синусоида, она и в Африке синусоида. Прямоугольник, он тоже в Африке прямоугольник. Поэтому нам качество оценивать смысла нет. Будем слушать звук через динамики ноутбука. Я включил прямо в линейный вход ноутбука и слушаем этот звук от гитарки. Потому что у нас прошит как гитарный процессор этот модуль. Вот, слушаем просто гитарный звук. Вот, теперь выключаем и прошиваем под генераторы. Вот на экране простая структурка, которую я набросал. Тут несколько генераторов, фильтр. Сейчас мы все это зашьем в память и посмотрим, как оно звучит. Так, вот мы видим, что запрограммировалось все это. Так, теперь что у нас тут? Да, какой-то сигнал есть. Какой только непонятно. Сейчас попробуем покрутить ручки. Ага. Похоже, это у нас фильтр. Да, это добротность фильтра. Да, это добротность фильтра. Так, теперь это у нас что такое? Ага, это у нас частота одного генератора. А это у нас что такое? Так, непонятненько, непонятненько. Сразу непонятно, что это у нас за ручка такая. Во, шум пошел. Ну вот, я немножко изменил структуру, чтобы звук стал более жестоким. Вот два генератора и после них фильтр. Генераторы идут на балансный модулятор, как это называется в структуре. Это фильтр кручу.
Вот такие получаются звуковые эффекты простенькие. Кстати, вот этот вот блок, это называется блок компрессор. Это он на выходе после фильтра стоит, чтобы сгладить перепады громкости. Обычно на таких диких эффектах получаются дикие перепады громкости, что очень неприятно. А вот этот вот компрессор уравнивает громкость на одном и том же уровне. То есть как бы мы ни крутили ручки, громкость на выходе всегда будет одинаковая. Примерно. Здесь можно управлять частотой генератора с внешнего источника. Например, подключить MIDI клавиатуру с выходом, если такая есть, с выходом, скажем, 1 вольт на октаву для подключения модуляторов. И он тоже будет работать. Можно, в принципе, его настроить так, чтобы давало какую-то равномерно темперированную гамму. Ну вот и все.